Всем привет, здравствуйте. Тут было решено проапгрейдить компьютер моим родителям, точнее маме и сестре. Маме для интернета, для одноклассников, для игр, сестре для учебы. То есть просто, чтобы он был помощнее и для учебы. Заказал материнку, еще не распаковывал. Принимая на почте, хорошая посылка, не мятые углы. Значит, доставили хорошо. Сейчас достаю, замазываю адрес и нахожу вот такое пробитое место. Причем хорошо пробитое. Поэтому давайте я сейчас открою, мы вместе посмотрим, что как доставлено, не доставлено. Вон какой неприятный удар, смотрите, прям сильный. Но упаковано хорошо. Что у нас есть? Задний бэкплейт. Стандартно. SATA шлейф. Крепеж. AMD-шные кулеры. Оперативки. С радиаторами. Планки по 4 гигабайта. Демпфер. Вот, это материнская плата. И вот она. И в нее сразу, кстати, вставили процессор. Я до этого, когда заказывал, процессор был отдельно в коробочке. Вот. Для работы, учебы этого вполне достаточно. То есть зачем лишний раз выпендриваться, как бы говоря. И давайте сначала соберем эту систему. Поставим оперативку. Что я заметил, смотрите. Текстолит разного цвета. Еще у данной материнской платы есть одна жалоба, которая периодически повторяется. Один минус. Вот эти оперативные планки со стороны питания греются. Но мы проверим, посмотрим. Как говорится, лучшим индикатором в мире потрогаем. Все. Теперь переходное кольцо. Но я не знаю, какой будет стоять кулер. Сейчас найду кулер. Да, я не нашел кулер, который искал. Нормальный, то бишь. Пришлось реанимировать эту башню и колхозик крепеж, так как родное крепление не подходит. Люфтит, но мы исправим ситуацию. Вроде все подключил. Монитор есть, точнее телевизор. Теперь отверткой будем делать магию. Тык, и все завелось. И так тихо, практически бесшумно работает. Ждем теперь запуска материнской платы. Но она как-то не очень хочет включаться. Но мы упертые, мы будем ждать. Не будем перезапускать. Для чего? Ну, заводись, давай. Ура, вот и все. Теперь посмотрим BIOS. Ну, BIOS как BIOS. Ничего необычного. 16 гигов оперативки и наш ксиончик. Простенький, слабенький, но все наше. А вот и старая система, за место которой это все будет ставиться. На 775-м Xeon, не 771, а 775-м, по мощности как E8400. Вот и все, корпус освобожден, а радиатор чуть-чуть заколхожен, чтобы не люфтил другим радиатором. Нажимаю кнопку включения Start Power, как многие называют, и долгое ожидание прогрузки материнки. Для того, чтобы просто установить новую операционную систему. Ну вот и наконец-то устанавливаем Windows 7, семерочку, так как она, на мой взгляд, удобнее и привычнее маме и сестре. И компьютер не издает ни единого звука, прям тишина тишиной. Слышите? Ничего нету, никакого звука. Но от винда установлена, идет установка драйверов, идет комплекс. 72 драйвера, это все из Xeon. Xeon требует обновлений. Ну и вот как-то так выглядит мой колхоз. Все наколхожено, пристроено, прикручено, но главное, чтобы это работало и работало хорошо. Кулеры стоят так для лучшей продуваемости и хорошего охлаждения. Все работает и в принципе тихо. Ну вот как-то так получилось собрать такой компьютер. Ну, простенький, так себе, но тестов, обзора дальше ничего нету, потому что я торопился, я его быстренько собрал. Поспешил, отнес, установил, подключил, проверил. Там стоит офис, все возможные драйверы для обновления, антивирус, все есть. Как положено, все работает. Несколько браузеров, если быть точнее 3. То есть маме, сестре и еще один запасной. На всякий случай, ну для меня может быть, или для отца. Мошки летают всякие, господи, затянут. Ну и как-то так, все собрано, все работает.
И... Как же я устал. Просто устал. Время идет, а вы еще смотрите. А я устал. Хорошего вам времяпрепровождения, хорошего настроения. Надеюсь, видео вам понравилось. Хоть короткое, быстрое, неполное, краткое. Хрень, короче. Ну, я буду надеяться, вам хоть как-то понравилось. Отрастил. Дальше будет только больше. Занимаюсь гаражом. Очисткой, разборкой. И там будет... Ну, хрень, короче, там будет. Ну, каково? В чем в гараже может быть? Хрень.